Так, ребята, всем привет. У меня вроде все нормально, но у Надюши все плохо. Совсем очень плохо. Сейчас я вам даже попробую под музыку это все сделать. Все рассказать. Что да как тут происходит. Ну так вот. Некоторые животные на зиму собирают себе еду. А именно крышки. Они кипятят их с самого начала в кастрюле, чтобы они были очень теплыми. Но с самого начала они кипятят и греют банки. Именно прям в печке. Чтобы банки были тоже теплыми, и я не знаю, что у них будет класса, что-то ничего не пропало. Но крышки должны прокипятиться хорошо. Особенно их нужно мешать вилкой. Ложкой они не мешаются. То есть ты думаешь, у меня все плохо? Вкус именно будет очень другой. У меня все плохо, думаешь? Вот молочник оставить. Даже не покрасился еще. Вообще, стыдоба. Некогда. Делать молочный коктейль, не покраситься? Звезда в шоке. Чуть штаны дырявые надела. Чет по-другому мешаем, а не таким блендером. Да, по-другому делаю. Че опять пельмени начинают гундосить? Я что-то не понимаю. Еще холодный просила. Ну, какое? Жиропок. Ладно, у нас есть тостики. Нет, у нас есть икра. Комментарием. Комментарии ваши читаю, отвечаю. Ну, конечно, комментарии, ребят, бывают пец в последнее время. Тостики, ням-ням, с сосисками, сыром. Помидорки, хардиск. И пивасик вкусный. Ага. Сейчас еще буду одно видео делать. Было фото для Инстаграм. Теперь все говно возвращается обратно на стол. Это я не знаю, это не мое, я не знаю, куда это. Если что, это не мое. Давай попробуем уже. Да. Чин-чин. Банан не проскакивает. Ну, это вкусно, конечно. Банан не проскакивает. Слушай, вроде хорошо добавил. Угу. А давай так внутри. Обжор. Так вкуснее. Ну, хорошо. Ребят, в общем, это, распробовали мы вдвоем. Это пивас. Это пивас. Надюшка скажет сейчас свое мнение. Мне понравилось вкусно. А какие вкусовые ощущения? Похоже на вкусный квас. Вкусный квас. Вкусный квас. Квасимо. Квасить можно вкусно. Сейчас готовят винегрет. И ты одна будешь его кушать, да? Нет, С мамой. Я просто вини не ем. И горет тоже не ем. У меня вот гёсарет. Он вкуснее намного. Намного вкуснее. Главное курица. Эй! Не обзывайся. Завтрак! Сама поела, но людям надо. А он там не спешат, смотри. Петухи еще не вышли, да? Сейчас они-то попетушатся немножко. Не мешай.
Старший по званию. Смотритель. Надзиратель. Пока яйца не снесешь, не выпустим. Все, вроде все аккуратно на выходе. И ты квакаешь. Ну смотрите, какой там надзиратель стоит. Ну, какой злобный надзиратель. Сейчас посмотрим, что он там хочет сделать. Небось, что только что подсыпать, пожрать. Ну да. О, ходят. Кому-нибудь даст пожрать ведь. Своих не упустим. Тоже работать надо, блин, всю зону интернета, где получится, хотя бы тут будет на мобильнике. У нас то электричество выключили, и Бобик вместе со мной ходит. Да, моя хорошая? Ты мой зверский Бобик. Очень зверский Бобик. Однохвостый, иди сюда. Бобик, ну иди сюда, иди поглажи, иди мой хороший. Иди, мама, сюда. Мой хороший Бобик. Да. Короче, нету тут нормальной зоны. Поедем это, где знаем, через улицу есть. Будем с машиной работать. Боб? Вот так вот. Ребят, мы ничего так это, просто сидим, работаем. Но за рулем я. Ничего, Надюшка прокатил, как тебе? Мне очень понравилось. Ну, в общем, это... Я в восторге. Ему очень идет руль. Какой такой руль? Или какой? Эй, вот такой руль. Кругленький такой баран. Сейчас зеленоглазый такси будем слушать. Километров 15 на машине сегодня откатал. Я зверь. Я откатал, я откатал за рулем. Нормально. Ну я не по трассе, даже до трассы не доезжал. Вот вы стажавр, в это время дрых. В это время мы дрыхли. Да, еще и однохвостие. Ужас. Погода отличная. По ней прогуляемся. Бобрам, посмотрим, что там сейчас происходит. Корректно у нас тут все на месте. И это надо будет поджечь сейчас. Может, попозже лучше. В общем, все путем. Ребят, вот это позавчерашний. Прям вообще свежачок. Ну, то же самое и там делается. Вот так вот у нас все деревья жирают. Вот оно. Да, свежая палка. Свежачок вообще, чистый свежачок. Вот там бобры. Плотина здоровая. Огонь. Цветочки, цветочки. Цветочки. А это кто? А это что? Плотина. Причем большая, пипец. Они построили, блин, 2 метра вверх. Охренеть. Да, вот достаточно высокая, если посмотреть, так там просто в наклон идет. Короче, у нас тут огромное запрудье. Вода не идет, не поступает нормально. Скисает. Киснет и начинает вонять. Эх, бобры, недобры. Вот так следует. Хочешь показать? Они довольно-таки здоровые, кстати, звери. Да.
Мы прошли довольно долгий тернистый путь, потому что... 15 метров, но долгий. Потому что очень много травы, трава нас выше намного. И мы Не вспомнили... хотел, чтобы она накалялась. Да, мы вспомнили детство. Как с крапивой боролись? Угадайте. Берешь палку и машешь ее. Ну, типа сбиваешь ее. Крапивы очень много. Go. Кончик подожгли, ребят. Так, на всякий случай. Ну надо это уже говно спалить, что на посередине участвует. Пионерский костер. А потом тушить по-пионерски. Поэтому много пива пьем. Писать, что ли, на него? Вряд ли затушишь. Шикарнючий просто. А? Сосиски. Мне кажется, кабана тут можно поджарить. Он уже горел ему. Да простят меня защитники животных и вегетарианцы. Смотри, оранжевый огонь и футболка оранжевая. Огонь. От него капец как жарко. Надюш на завтрак. Нет, я это есть не буду. Можно? Почему? Я позавтракала, пожалуй, покажусь. Очень жарко. Выглядит тоже аппетитно. Пожалуйста. Этому курочке скажу спасибо. Можешь сам покушать. У меня икра есть. Надюшка намесила вкусняшку. Здесь пустота. Где просто зерно. Вот тоже ням-нямка. Сейчас будет ням-ням. Раз, два, три. Пошло. Жиропоки. У кого какие предпочтения? А еще и не все выйдут. Че не все, да. Он, Большие бутылки. главпетух не хочет уходить, например. С нами не разговаривает. Ты ему не нравишься, он думает, что и так тут мужиков хватает. Я нафига. Выходи, выходи. Зверятина. Всем так охота выйти, но здесь ноги чьи-то мешаются. Вот самые наглые вышли. Даже заходить может зайти еще. Те, кто постарше, и не в том возрасте. Ну, зашла. Так, ладно, Кукурико, выходим. Выходим. Пусть поедят, не мешают. Они еще тут дерутся за еду. У нас есть курица колобок. Смотрите, как она и ходит, странно. Ты ее сзади, если спрятал, нормально не Курица колобок. Жирная, шею не вытаскивает. хвост вниз. Давай, колобок. Сейчас мы грязную воду найдем, будем пить. Нету. А нету будет. Копаем деревья. Курятина помогает. Давай, Костя, иди сюда. Бобик тоже помогает. Пришла тоже к нам.
Сейчас под лопату кто-то попадет. А там это топора недалеко. Вишни вот эти что-то как-то не особо у нас были, поэтому пришлось их вырыть. Смородина нормально. Бобик. Бобик, Бобик, Бобик. Бобик. Я, между прочим, тут вкусно. Ой, что вы не снимаете? Я не помню. Какая красота. Эй, ну ты выронила червя-то. Эй, верни обратно червя. Вкуснятина, ням-ням. Стабилизация очень хорошая. На, червя. Ты шевелишься, а башка нет. Где червя жрет. Она в шоке просто. Вон, из дома. Вот он. Все понимает. А он не лез ей в глотку. Видел? Ну и пошел туда. Андрей, почему вы отказались сами попробовать червя? Я в перчатках. Неудобно, грязно. Изгрязнил бы. Понятно. Что было? Что снимай? Вас снимает скрытая камера. Она очень скрыта. У нас случайная красная канистра. Блин, бензинчик, матерый запах. Ням-ням. С тем же успехом мог бы пописить на кучку. Когда ее тушить, надо будет уже. Хватит, хватит. Не перебарщивай. А, дорожка. Сейчас будет. Ты видел, куда я его налил? Я только засняла. Вот, мокро. Ух ты! Бабах! Неожиданный. Куры в шоке. Куча красных дул. Ага. Куда снимай? Хорошо бабахнул. Дорожка до сих пор, кстати, горит. Был вкус, ты нет вкус. Вон та вишня, задник не горит. Я мне тоже бензинчик налил. Ну да, эта часть вообще костра не горит. А костра-то нету. Смотря в каком смысле. Дорожка так выгорела. Ох, как жарко. Как в баньке. Ребят, на сегодня, наверное, это все. Да? Всем приятных снов. Ням-ням. Давайте увидимся.